Можете ли вы представить себе огромный, независимый и постоянно обновляющийся сайт с интересной информацией обо всем, что происходило или происходит в мире? В будущем именно таким может стать проект Golden. Он был создан в 2019 году, и с тех пор разработчики совершенствуют его, добавляя новые инструменты и расширяя возможности пользователей. Сайт обещает стать огромной библиотекой, в которой будут собраны все знания человечества. Разумеется, заполнять его в одиночку у разработчиков не получится при всем желании, поэтому пользователи могут принять участие в развитии Golden и получить за всю активность бонусы. Как устроен Golden? На сайте уже сегодня может зарегистрироваться каждый желающий. При создании профиля можно выбрать одну из подписок – бесплатную, профессиональную и для компаний. Бесплатная версия позволяет познакомиться с проектом, но есть некоторые ограничения, с которыми столкнется пользователь при ее использовании. Платная версия дает возможность пользоваться дополнительными опциями и упрощает поиск и размещение информации на ресурсе. Она также позволяет получить доступ к расширенным запросам для еще более тщательного сбора данных. После регистрации можно ввести поисковой запрос. Если статья, посвященная его теме, уже кем-то написана, сервис выдаст ее для бесплатного ознакомления. Стоит отметить, что каждая статья Golden не просто страница в интернете, которую при желании могут редактировать даже сторонние пользователи. Это полноценный NFT, защищенный от взлома и несанкционированных изменений. Ни одна организация не сможет повлиять на размещение данных Golden, ведь платформа полностью безопасна и децентрализирована. Это огромный плюс для всего интернет-сообщества, поскольку миру как никогда нужны источники достоверной, объективной информации, поданной в нейтральной энциклопедической манере. Тройки и их создание. Чтобы создать страницу, посвященную тому или иному явлению или событию, нужно подобрать 3 ключевых тега. Эти тройки и формируют NFT. Они должны отражать суть явления. Например, статья про выращивание растений в космосе может описываться словами «космос», «растения» и названием страны, граждане которой впервые занялись этим. Это необходимо, чтобы искусственный интеллект в дальнейшем мог добавлять информацию, которая появляется в других авторитетных и непредвзятых источниках. Так база знаний будет постоянно пополняться, и валидаторам не придется следить за уже созданными страницами. Однако они играют важную роль в функционировании сервиса. Именно валидаторы определяют, можно ли считать статью качественной. Чтобы назвать ее таковой, они должны убедиться, что публикация полностью соответствует критериям сайта. Статья не должна содержать оценочных суждений, провокационных материалов, рекламы и пропаганды чего-либо. Чем более фундаментальное знание она дает, тем ценнее для ресурса. Сайт фильтрует информацию с помощью NLP, но помощь пользователей ему необходима. Они могут как проверять качество троек, так и создавать новые по запросу от других пользователей. Поисковые алгоритмы. Golden Research Engine обеспечивает быстрый поиск необходимой информации с высочайшей точностью. Пользователь может не только внести запрос, но и отфильтровать результаты с помощью специальных опций. К примеру, он может выбрать сферу знаний, к которой относится статья, и государство, которому она посвящена. Если искать информацию без фильтров по одному ключевому слову, можно получить более обширную выдачу и ознакомиться с каждым источником. Это не менее удобно, поскольку шансы найти статью с нужным содержанием возрастают, даже если пользователь знаком с ее темой очень поверхностно. Запросить можно не только обычную информационную статью, но и другие типы данных. В частности, на платформе Golden будут храниться сведения о компаниях, инвестиционных фондах и предпринимателях, разных криптовалютах, стратегических партнерствах, продуктах и клинических испытаниях. Чтобы упростить поиск и сделать его еще более удобным, разработчики добавили большое количество полей для фильтрации данных. В каждой тройке, в свою очередь, можно указывать тип информации. От энциклопедических сведений до юридических адресов компаний. Пользователи, размещающие сведения об организациях, смогут подписаться на оповещения и узнавать о запросах от третьих лиц. Для удобства работы с запросами доступна функция сохранения. Если для поиска информации нужно отфильтровать вручную несколько десятков статей, удобно сохранить сформированный запрос и воспользоваться им повторно. Результаты поиска можно будет загрузить в CRM или сохранить ссылку на них и поделиться ею с коллегами. Все это поможет сэкономить время и найти нужные данные в максимально короткий срок. Командная работа на платформе Golden. Выбрав подписку для организации, пользователи могут подключить к платформе целую компанию. Чтобы это сделать, нужно оплатить подписку, и опции, доступные только в рамках расширенной версии сайта, активируются. После оплаты можно будет добавить участников, которые будут пользоваться сохраненной информацией на правах, определенных администратором. На главной странице компании будет отображаться информация обо всех запросах, отправленных от ее имени, добавленных статьях и других действиях участников. Не обязательно наделять
наделять всех участников команды равными возможностями. Можно дать право добавлять новых членов группы только нескольким сотрудникам, а другим разрешить только просматривать информацию в рабочем пространстве. Функционал сайта позволяет настроить командную работу в пару кликов. Удобно еще и то, что пользователям не обязательно создавать два аккаунта для частного и корпоративного пользования. Они могут переключаться между двумя рабочими пространствами и сохранять информацию как для себя лично, так и для коллег по работе. Перспективы Golden. На данный момент этот проект можно назвать одним из самых интересных среди аналогов, так или иначе обеспечивающих хранение информации. В будущем он может стать важной частью единого интернет-пространства со свободно распространяемыми знаниями. В данный момент важно, чтобы как можно больше людей узнали о Golden и приняли участие в наполнении сайта интересными, полезными экспертными статьями. Если криптосообщество поддержит этот проект, он обретет большое значение для разных категорий людей, от детей, живущих в местах со слишком высокими ценами на образование, до предпринимателей, регулярно работающих с большими объемами информации. Идеи для Whitelist Golden. Первое. Общая информация о проекте, как работает, для чего нужен. Второе. История проекта, как был придуман, какие этапы разработки уже позади. Третье. Основные принципы, алгоритмы, инструменты, благодаря которым он реализован. Четвертое. Какие типы информации и в каком виде можно хранить. Пятое. Тройки, что из себя представляют, как работают, как их использовать. Шестое. Консенсус. Каковы принципы его работы и назначения. Седьмое. Все о валидаторах. Как работают, что получают, как стать одним из них. Восьмое. Поисковые алгоритмы Golden Research Engine. Принципы действия, в чем отличие от стандартных поисковых систем. Девятое. Тройки как NFT. В чем идея, как реализована. Десятое. Какие области знаний будут охватывать ресурс. 11. Что такое коллективный разум и в чем преимущество платформы с точки зрения бизнеса. 12. Децентрализован ли проект и если да, то чем это обеспечивается. 13. Есть ли внутренние токены, какие они и где могут использоваться. 14. Как искусственный интеллект определяет, можно ли публиковать статью, участвуют ли в процессе пользователи. 15. Как определяется объективность автора, если даже статьи в Википедии иногда субъективны. 16. Какие способы использования сервиса могут предложить разработчики, на кого он ориентирован. 17. Насколько безопасно хранить данные компании на платформе, чем эта безопасность обеспечивается. 18. Какие блокчейн-технологии были задействованы при создании проекта. 19. Каково значение проекта для Web3 и какую роль разработчики отводят ему в сети нового поколения.